Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наши видеовстречи. И сегодня мы поговорим о такой любопытной точке F. Ну, так и будет наша встреча называться любопытная точка F. Но сначала, что это за точка и почему рискую назвать ее любопытной. Итак, первая задачка. У нас есть треугольник АБЦ, и я провожу биссектрису угла Б. А из вершинки А перпендикуляр к этой биссектрисе. Вот это и будет наша точка F. Ну и попытаюсь доказать, что точка действительно любопытная и заслуживает некоторого внимания и даже может быть уважения. Чем характерна эта точка? Ну, первая задачка довольно легкая, игривая. Доказать, что точка F принадлежит средней линии М2, М3 параллельной стороне BC. Что точка F лежит на средней линии. Ну, доказательство несложное. Продолжим. А F, оно доступно, наверное, семиклассникам, восьмиклассникам тем более. Продолжим до пересечения в какой-то точке К. Ну и тогда понятно, что BF это у нас и биссектриса, и высота, стало быть треугольник равнобедренный, ну а значит AF равно FK, ну а средняя линия любую чевиану делит пополам, в том числе и чевиану АК, то есть точка F лежит на средней линии М2, М3, параллельной стороне BC. Ну, тут, кстати, можно еще одну задачку, которая тоже, скажем, достаточно известна, что если бы я провел биссектрису угла С и из точки же А провел перпендикулярно эту биссектрису, то и вот эта точка, давайте мы ее назовем точка N, очевидно, из аналогичных соображений тоже лежит на биссектрисе, когда прямая FN совпадает со средней линией М2, М3. Ну, если бы я еще и провел две внешние биссектрисы из вершинки А провел перпендикуляр, то и эти две точки, тоже знаменитая задача, все четыре точки лежат на средней линии треугольника АБЦ параллельной стороне BC. Ну, то есть задача игривая, но не сложная. А вот уже немножечко поинтереснее ситуация с точкой F. Вот какая. Мы пока не знаем, что это точка F, но у нас есть треугольник АБЦ, в него вписана окружность. Давайте точки касания, они нам пригодятся, и мы будем идентично называть К1, К2, К3, точки касания вписанной окружности со сторонами, соответствующими сторонами треугольника. Ну, К3 нам не нужна будет в этой задаче, а в дальнейшем тоже понадобится. Так вот, смотрите, если К1, К2 и биссектриса угла Б, пускай они пересекаются в некоторой точке П, так вот, вторая задача — доказать, что точка P совпадает с точкой F, не что иное, как наша точка F, или другими словами, она может звучать так: доказать, что угол АПБ прямой. Угол АПБ прямой. Ну, давайте докажем это. Поскольку из вершины B мы провели биссектрису, то пускай это будет инцентр. Немножко у меня он низковато, но вот так. Инцентр и очевидно мы знаем, что этот угол равен 90 плюс С на 2. Ну тогда смежный с ним угол равен 90 минус С на 2. Вот этот угол С, а поскольку касательные, проведенные из вершины С, равны, то вот эти уголки равны тоже по 90 минус С на 2. Ну тогда смежный угол 90 плюс С на 2. Ну, 90 плюс С на 2 и 90 минус С на 2 в сумме составляет 180 градусов. А это означает, что точки А, К2, П и И лежат на одной окружности. Но поскольку И, К2 перпендикулярно, касательная перпендикулярна радиусу, и тогда АИ это диаметр этой окружности, то и угол АПИ равен тоже 90 градусов. Ну, а стало быть, точка P совпадает
с точкой F. Ну, а фактически мы решили еще и третью задачу, которая в свое время обошла разные олимпиады. Вот. И в таком случае фактически готова третья задача доказать, что биссектриса в наших обозначениях биссектриса BL2, средняя линия М2, М3 и прямая К1, К2, проходящая через точки касания со сторонами BC и AC, они пересекаются в одной точке F. Пересекаются в одной точке F. Ну хорошо, вот так три задачи объединились. Ну а дальше все-таки маловато для того, чтобы точку назвать любопытной. Тогда пойдем дальше. Вот следующая задача. Ну, она довольно легкая, но тоже в плане нашего разговора может быть весьма уместна. Снова вписана у нас окружность. А вот у нас была проведена биссектриса и перпендикуляр к ней, и вот это наша точка F. Ну, тогда обратите внимание, что в таком случае FK1 равно FK3. Вот. Что совершенно несложно доказать, потому что отрезочки, давайте тут точки поставим, отрезки BK3 и BK1 равны как касательные, BF общие, ну и уголки равны, поскольку биссектриса угла B, по двум сторонам угла между ними треугольники равны, а значит FK1 равно FK3. Хорошо, идем дальше. Следующая задачка выглядит так. У нас есть снова треугольник ABC, снова вписанная окружность. И вот у нас проведена прямая К3К2, которая пересекается с биссектрисой угла B в точке, скажем, N, биссектриса угла B, А, Б, С. Ну, а из точки А мы провели перпендикуляр, это наша точка F. Оказывается, в такой конструкции отрезки АФ и СН будут параллельны. То есть, другими словами, угол БНС будет равен 90 градусов. Отрезки АФ и НС параллельны. Ну, давайте докажем это, что тоже, вообще говоря, не так уж тривиально. Но давайте чуть-чуть по-другому мы докажем, хотя это немного напоминает нам задачу 2. Давайте соединим инцентр. Вот это у нас инцентр, а это точка F, чтобы мы их не путали. Соединим С с инцентром, значит это биссектриса. Тогда очевидно вот этот уголочек 90 плюс половинка угла, что над ним 90 плюс А на 2, а вот этот угол как смежный 90 минус А на 2. Этот угол А, отрезки касательных равны, значит этот угол у нас 90 минус А на 2, потому что эти два уголка равны. Ну тогда и вертикальный угол 90 минус А на 2. А это означает, что точки N, К2 и С лежат на одной окружности. Ну, поскольку тут у нас 90 градусов, то значит и тут у нас 90 градусов. Стало быть, АФ параллельно СН. Следующая задача – это задача на построение. Но считается не такой уж простой задачей на построение. А вот какая задача. Построить треугольник по двум вершинам и прямой, давайте ее назовем К1, К2 с индексом Х. То есть прямая не фиксирована, а есть только, то есть сама прямая есть, а сами точки не фиксированы. К1, К2 нам бы надо найти, наверное, как-то для решения задачи. Итак, восстановить треугольник по вершинке А, вершинке Б и прямой, содержащий точки, где-то здесь, пока их нет, точки К1, К1 и К2. Ну,
поскольку мы уже знаем, что угол АФБ 90 градусов, да, вот угол АФБ 90 градусов, то, построив окружность на B как на диаметре, мы найдем точку F. Ну, одна из точек это будет, в нашей конструкции, это первая точка будет точка F. А значит, у нас есть точка F, а значит, у нас есть угол 90 градусов, а значит, у нас есть половинка угла B. Отложим вторую половину. Отложим вторую половину. Вот у нас есть, прямая BC. Ну, тогда прямая BC с прямой, содержащей точки К1 и К2, пересекается именно в точке К1. И эта точка уже нам известна. Ну, например, поскольку BK1 равно BK3, откладываем так. У нас есть К2, К3, это хорда во вписанной окружности. Ну и тогда серединный перпендикуляр к хорде, пересекает, где у нас биссектриса, сейчас пересекает биссектрису в точке И. Стало быть, инцентр есть, ну, немножко у меня инцентр низковато получился, наверное, вот как-то так он должен быть. Вот эти отрезки у нас перпендикулярны. Тогда крутим окружность, и касательные из вершинки А в пересечении дадут недостающие, достаточно, наверное, одной касательной, даст недостающую вершину С. Но это считается непростая задача. Еще поговорим немножко о точке F. Задача номер 7. Ну, например, вот такая задачка. Стороны треугольника А, Б и С. Ну, пускай А будет у нас самая большая сторона, чтобы мы там где-то не писали модуль по ходу решения задачи. Ну, и биссектриса, наверное, я многовато провожу, К1, К2, вот так. Биссектриса угла B пересекает прямую К1, К2, мы уже знаем, в точке F. Это у нас точка К1, это точка К2. Ну и наша задача найти отношение К1F, К1F к F, К2. К1F, к F2. Давайте поговорим, как мы будем это делать. Поскольку мы знаем, что точка F принадлежит средней линии, ну, она тоже у меня немножко низковата, ну, понятно, что мы так относительно рисуем, поскольку так уже взяли прямую К1, К2, вот, то тогда, зная, что точка F лежит на средней линии, мы можем сказать, что К1F к F К2, как CM2 к M2 К2. CM2 это у нас половинка стороны B, а вот этот отрезок легко считается, потому что CK2 это P минус C. СК2 известный отрезок, ну а СМ2 это B пополам. Ну и тогда получается, что вот этот отрезочек равен давайте его запишем, М2К2 равен А минус С пополам. Ну и тогда К1F к FK2 как B пополам, К минус С пополам, B пополам, К минус С пополам. Ну или будет B делить на А минус С. Ну, если мы не знаем, какая из сторон больше, то, конечно, надо было бы брать тогда по модулю. То есть мы можем найти отношение, в каком отношении точка F делит отрезок К1, К2. Следующая задача, связанная с точкой F. Следующая задача. Смотрите, вот такая задача. Треугольник АБЦ, в котором проведена биссектриса BL2 и медиана BL2. Через точку L2 мы проводим L2T параллельно АБ. L2T параллельно АБ. Пускай точка пересечения, там какая-нибудь точка G.
AG пересекает биссектрису в точке P. Так вот, точка P – это наша точка F, вновь наша точка F. Давайте еще раз. Через основание биссектрисы параллель стороне AB. Эта параллель пересекает медиану BM2 в точке G, а AG пересекает биссектрису в точке P. Тогда точка P – это и есть наша точка F. Ну а для доказательства нам остается только улыбнуться, сказав, что очевидно, согласно условию, L2ABG – это трапеция, это точка пересечения проложений ее боковых сторон, а это точка пересечения диагоналей. По линии от трапеции прямая М2П делит эту сторону пополам и эту сторону пополам, ну а значит совпадает со средней линией М2, М3, ну а тогда точка П совпадает с точкой F. С точкой F. Следующие задачи, вот несколько задач, это уже серьезные задачи. Ну, например, вот на Санкт-Петербургских олимпиадах была вот такая задачка. Давайте посмотрим. У нас есть остроугольный треугольник, в котором проведен диаметр АД, проведена биссектриса АЛ1, как мы обозначаем, и из ортоцентра H проведен перпендикулярно биссектрису. Ну, давайте его обозначим буковкой F. Мы сейчас увидим, почему, наверное, удобно нам эту точку обозначить буквой F. Серединка отрезка AH давайте назовем точкой Q. Так вот, доказать, что прямая QF пройдет через середину стороны BC. Вот так или примерно так звучала задача на Олимпиаде. Итак, остроугольный треугольник из ортоцентра перпендикуляр HF на биссектрису, AD диаметр, Q серединка AH, середина отрезка AH. Доказать, что прямая QF пересекает сторону BC в ее серединке. Ну, давайте увидим тут нашу конструкцию. Смотрите. Если мы соединим точки H и D, то в нашу эрудицию входит, что HD пересекает сторону BC в середине стороны BC, и HM1 равно M1D. Точки симметричные ортоцентру относительно середин сторон лежат на описанной окружности, более того, они диаметрально противоположны вершинам. Но тогда посмотрите, для треугольника AHD мы из вершинки провели перпендикулярно биссектрису. Значит, он лежит на средней линии. А поскольку точка Q это серединка одной из сторон, то очевидно QF проходит через M1. Следующая задача была на болгарских олимпиадах. Дана трапеция, в которую можно вписать окружность с центром F. Центр этой окружности F. Трапеция ABCD, в нее можно вписать окружность с центром F. Провели диагональ AC и вписали другую окружность, давайте ее назовем окружностью S, вот эту маленькую окружность, которая касается AD в точке К1, а АС в точке К2. Центр первой большой окружности F. Доказать, что К2, F и К1 лежат на одной прямой. Ну, в нашем разговоре нам остается только улыбнуться и сказать, как авторы завуалировали, в общем-то, тот факт, о котором мы говорили. Действительно, нетрудно заметить, что центр вписанной окружности лежит на пересечении биссектрис треугольника. Ну, а тогда для треугольника АСД мы имеем биссектрису и перпендикуляр к ней, потому что сумма этих углов 180, сумма их половинок 90, и значит этот угол 90 градусов, а тогда точки К2, F и К1 лежат на одной прямой.
Ну и последняя, может быть, самая трудная задачка. Может, мы так наметим решение. Эта задача действительно трудная, и, может быть, пусть она останется немножко каким-то элементом окончания ее, во всяком случае, элементом самостоятельной работы. Вот у нас есть треугольник снова ABC, и на продолжении BC я взял произвольную точку Q. На продолжении BC за точку C. Вписали окружности вот в какие треугольники. В треугольник ABQ и в треугольник ACQ. Ну, давайте сначала маленькую окружность впишем. Окружность маленькую впишем в треугольник AQC, и потом в большой треугольник AQB впишем окружность, и они пускай пересекутся в точках P и T. Ну, вот у меня не очень красиво, ну вот так как-то. Пускай они пересекаются в точках P и T. Как доказать, что прямая PT проходит через фиксированную точку, где бы мы точку Q на продолжении BC за точкой C не взяли. То есть, как бы точку Q мы не взяли, прямая PT, где P и T это точки пересечения этих окружностей, проходит через фиксированную точку. Ну и опять нам здесь поможет точка F. Давайте, пускай это, может быть, обозначение не совпадает, но нам удобнее такая К1, К2. Ну, и мы знаем, что вот эта биссектриса от точки Q никак не зависит, а это перпендикуляр на биссектрису. Значит, точка F1, давайте ее назовем F1, потому что нам нужна будет аналогичная точка, она никак не зависит от положения точки Q. Теперь то же самое сделаем для треугольника ACQ. Проведем биссектрису и перпендикуляр. Ну и это будет точка F2, которая тоже не зависит от положения точки Q, потому что это биссектриса этого угла, а это перпендикуляр из фиксированной точки А на биссектрису. Это биссектриса угла смежного с углом С. Ну и остается нам вот что показать, что вот эти три отрезочка будут параллельны, и это будет средняя линия. И тогда серединка отрезка F1, F2, это и будет та фиксированная точка, через которую проходит PT. Ну вот это пускай будет кусочком самостоятельной работы. То, что эти параллельные, это очевидно. Надо показать, что это средняя линия в этой трапеции. Ну и тогда очевидно, это будет серединка отрезка F1 и F2. Ну вот, я думаю, что во всяком случае попытались защитить, что точка F любопытная и имеет право на существование. Спасибо, до встречи.